Всем привет! И сегодня у нас первое видео в этом году из старой рубрики основного канала, посвященной обзорам моих последних новинок, которые мне удалось приобрести за прошедшие месяцы. Я вам покажу те модели, которые я заказывал в прошлом году, в декабре месяце. И здесь будут показаны не только легковые автомобили, но и различные грузовички, и также модели автобусов. И начнем мы, пожалуй, с полноприводного самосвала на базе КРАС 255B от производителя StartScale Models. Это довольно старая модель, она еще встречается в продаже, и этот грузовик я взял в конце прошлого года в одном крупном онлайн-интернет-магазине по акции с хорошей скидкой. И за этот экземпляр я заплатил 1999 рублей, первоначальная цена на это изделие составляла почти 4000 рублей, и у SSM было два варианта окраски этих самосвалов. Один грузовик в песочном цвете, и вторая модель была в классическом темно-зеленом варианте окраски. Там немножко отличалась схема нанесения декалей на боковинках, и также на дверях, по-моему, были белые квадратики, и в центре была нанесена единичка. И, по-моему, зеленого варианта не было на распродаже, но я думаю, если бы обе модели мне встретились, взял вот такой песочный вариант, потому что эта модель хорошо разбавляет мой автопарк темно-зеленых КРАСов. И на эту масштабную копию я тоже сделаю со временем детальный видеообзор на основном канале. И вторая модель – это автобус КАВЗ 3270, и обзор на эту масштабную копию к этому моменту уже есть на моем основном канале. Тоже очень симпатичная масштабная копия, это, можно сказать, новинка прошлого года, не самый первый КАВЗ в серии от Deep Models, но, тем не менее, эта модель меня приятно удивила. До этого я уже заказывал один КАВЗ 685, но, к сожалению, модель ко мне пришла со значительными дефектами. А здесь более-менее хорошая и аккуратная покраска и сборка. Есть некоторые недочеты, но в целом они не портят общее восприятие от этой прекрасной модели. И можно смело сказать, на сегодняшний день это пока что лучший КАВЗ в 43-м масштабе, который выпущен промышленным способом. И также у меня от Дипа есть еще одна масштабная копия, которую я вам хочу показать. Это фургон для перевозки мебели. Довольно старая модель, и у Дипа было два варианта исполнения этого грузовичка. И взял в свою коллекцию вот именно этот вариант исполнения, потому что хотел закрыть серию различных автофургонов на базе 52-53 газона, и подобного мебельного фургончика до этого у меня в коллекции не было. И помимо Дипа такую модель также в другой схеме окраски предлагал SSM. Правда, у них больше автомобиль, сделанный по мотивам, и в этом плане у Дипа лучше передан образ настоящего прототипа. Здесь и установлены номерные знаки, и также более реалистично окрашена кабина грузовика. И сейчас эти модели еще встречаются в продаже. Правда, за последний год на них значительно подросла цена. Сейчас, по-моему, такой грузовик продают где-то за 8000 рублей. Далее я вам покажу легковой автомобиль марки MG TD Mark II от NeoScale Models. Это тоже довольно свежая масштабная копия. У Neo такой автомобиль предлагается, по-моему, в двух вариантах окраски. Второй темно-зеленый. И довольно большая серия, посвященная английским автомобилям у этого производителя. Если у вас будет интерес, я тоже сделаю на каждую из моделей детальный видеообзор. И мне вот такие старинные автомобили нравятся. У Neo они сделаны намного лучше, чем обычные стандартные машины с закрытым типом кузова. И вот эти модели, на мой взгляд, очень украшают коллекцию различных иномарок. Следующий автомобиль – это лимузин Cadillac 75 Fleetwood, который копирует прототип 47 года выпуска. Модель у меня еще в оригинальной упаковке, с пакетиком, не распакованная. И, конечно, с этой моделью мне не совсем повезло. Если вы присмотритесь сквозь пленочку, здесь видно, что отклеилась деталь из фототравления. Я ее постараюсь приклеить на оригинальное место. И также у этой модели почему-то слетело переднее сиденье.
со своего посадочного места. Возможно, было или мало клея, или кто-то немножко тряхнул посылку. И я думаю, что это небольшая проблема. Я аккуратно разберу эту масштабную копию, подклею сиденье, и когда уже буду делать на нее детальный видеообзор, то, в принципе, эта проблема будет решена. Следующая модель — это... Давайте эти машины уберем. Автопоезд из Zilla 130V с полуприцепом ADAS 794. Это довольно тоже старая модель у Start-Scale Models, и эту машину, как и самосвал Крас, я взял в конце прошлого года по акции. И за эту цепку я заплатил 1999 рублей. Тоже отличная цена за такой уровень проработки масштабной копии. И эти модели также выходили и в коробочках «Автоистория». Там немножко отличался цвет полуприцепа. И также можно было отдельно приобрести и сидельный тягач. И, по-моему, даже эти модели выходили в наборе для самостоятельной сборки AVD Models. И если мне не изменяет память, такой набор также в упрощенном виде выходил бонусом в журнальной серии «Легендарные грузовики СССР». Так что тоже эту модель мы чуть позже рассмотрим. И мне здесь очень понравилась схема окраски приему населения старых телевизоров. И эта модель имеет настоящий прототип. Во всяком случае, есть фотография полуприцепа в не самом лучшем виде, но схема окраски здесь очень, скажем так, приближена к настоящей. И покажу вам еще один грузовичок. Это Tatra 128N в коробочке Premium Classics. Но по большому счету это продукция SSM, просто направленная на европейский рынок. И здесь на нижней стороне упаковки также можно найти вот такой логотип Modimio Engineering. В плане проработки эта машина сделана довольно хорошо. Уровень КАМАЗов, МАЗов от Start Scale Models. Но, конечно, для российского собирателя подобные иномарки не столь интересны, и в России эта серия не особо представлена. Хотя, может быть, эти грузовики и встречались в коробочках Start Scale Models, и помимо бортовой платформы также я видел различные надстройки, кунг и, по-моему, был топливозаправщик. И обычный бортовой грузовик, помимо синего варианта окраски, также предлагался в темно-зеленом цвете, и на кузов был установлен тент, но мне больше понравился вот такой нарядный ярко-синий вариант исполнения. И покажу вам еще одну модель, наиболее, я думаю, интересную для большинства зрителей. И это Икарус 250-59 из журнальной серии «Наши автобусы» от Modimio Collections. И эту модель я взял ради спортивного интереса, тем более многие из вас хотели услышать мое мнение по этому Икарусу. И, честно сказать, остался не особо впечатлен качеством проработки, тем более, если посмотреть на то, как сделана масштабная копия, я думаю, Modimio могли сделать сам образец намного лучше. Мы не будем уже говорить о том, что эта модель сделана из пластика, у нее не окрашенный корпус. Конечно, нижняя юбка здесь в белом цвете, но тоже краска нанесена не очень аккуратно. Есть и подтеки клея, и в целом, если в вашей коллекции есть Икарус от Classic Bass, то не стоит тратить ваши деньги и внимание на вот этот полуфабрикат. И у меня в коллекции два таких Икаруса. Я тоже вам покажу вторую модель. И ее я приобрел, чтобы разыграть среди подписчиков моего канала. Нужно будет придумать условия конкурса, и, скорее всего, их я озвучу на основном канале. И сложно сказать, какую модель нужно будет оставить себе. Для меня нету принципиальной разницы, и, скорее всего, я себе выберу похуже вариант, потому что все равно буду его разбирать, перекрашивать. Но вот у этого не распакованного образца вы можете увидеть вот такую не очень приятную красную полоску на задней части автобуса. И тоже здесь, если приглядеться, не очень аккуратно нанесены различные уплотнители, также есть непрокрасы. И передняя часть здесь тоже не самого лучшего качества.
И у второго автобуса задняя часть покрашена чуть лучше, но зато передняя часть вот здесь тоже имеет непрокраса. Поэтому пишите в комментариях, какой автобус оставить себе, какой автобус разыграть среди зрителей моего канала. Потому что, повторюсь, для меня принципиальной разницы нет, и все эти модели у меня еще не распечатаны. Вот такие небольшие новинки, которыми я хотел поделиться с вами в рамках данного небольшого видео-анонса. Пишите ваши комментарии, на какую из показанных мною моделей вы бы хотели раньше увидеть детальный видеообзор. Если вам понравился этот видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком. Также вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на этом и основном канале. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.